Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Прогноз Таро на 10 дней. На декаду с 21 по 31 октября. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее, каковы события ближайшего будущего и с чем это связано. У нас две колоды присутствуют. Мы посмотрим на колоде Ленорман, как карты видят обстановку вокруг вас. Или что складывается, что может сложиться в этот период времени. И далее мы дополним картами Таро, чтобы раскрыть, какая ситуация может сложиться или что вы будете чувствовать. Давайте будем узнавать, будем при этом, безусловно, реалистами, потому что любой прогноз, расклад – это один из тысячи вариантов возможных. И звезды нам обещают, что больше будет какого-то понимания. Может быть, в ноябре или что-то прояснится с большей долей вероятности. Или по какому-то делу тоже наступит определенная ясность, понимание. Ну, давайте. Пока мы смотрим октябрь, поэтому узнаем, с чем же это связано. Или какова обстановка. Дружба, вопросы взаимодействия. Вопросы надежности, безусловно. И, возможно, это касается одного человека или в целом какой-то общности, когда вы решаете, кому я могу доверять. Но карта, безусловно, положительная. Она говорит, что есть как минимум один человек в вашем окружении, на кого вы можете положиться, кто вам желает добра. Может быть, закончить наш прогноз, мои дорогие девы. Карта Солнца, аркан Солнца. Правда, у вас тут что-то на кону очень важное, хорошее, доброе. Это нужно не упустить. Это когда сбываются наши мечты. Это может быть как в виде предложения какого-то по работе, к примеру. Может быть и в личной жизни. Может быть получение какого-то важного документа. Или тем вопросом, который вы занимались. Вы как будто тоже получаете результат, понимаете, зачем это было нужно. Очень позитивная карта. Ну давайте мы раскроем, что еще. У кого-то может быть предложение руки и сердца или больше взаимопонимания по вашему союзу. Пусть это даже все три карты про работу. И тогда это для вас какие-то новые возможности. Может быть и правда что-то такое, то, что будет приятно с одной стороны, как где-то эмоции или то, что ваши чувства. Вам приятно будет чувствовать знаки внимания чьи-либо. Или какой-то вопрос, который касается ваших дел, заработков. Здесь он тоже вас как будто порадует. Но могут и порадовать, к примеру, дети. Что же еще? Ой, мои дорогие девы, тут правда что-то может решиться очень положительно, с таким хорошим результатом. Причем это означает какой-то новый старт в будущее. Корабль – один из символов Меркурия, и это карта перемен. И если мы говорим уже в Солнце, перемены, в середине карта сердца. Поэтому это что-то идет к счастью. Какая-то история развивается. Или была прежде дружба, а теперь дружба переходит на новый уровень. Или какие-то контакты по работе. Они тоже будут продолжены, мои дорогие. Есть, безусловно, продолжение. И, скорее всего, может быть, у кого-то это будет связано с поездкой, с перемещением, встречей с конкретным человеком. Или с какими-то договоренностями, и вам все равно с кем-то придется встречаться. Какой-то очень важный разговор, тема будет в эти 10 дней, которые, буквально будут определять ваше будущее и благополучие. Нечего добавить, правда. Ну, хорошо, окей, давайте пойдем дальше. Что нового войдет в вашу жизнь? Не упустите какую-то возможность. Ведь все 5 карт очень добрые. Прям как на подбор. Это, кстати, по аркану корабль может нам еще говорить, что будет много информации. Потому что, если мы про Меркурий, мои дорогие, но это та информация не просто ради любопытства или приятно. Вы можете вот то, что вы услышали, или то, что к вам пришло, словно проверять, анализировать, насколько я могу доверять. И поэтому проверять придется, потому что не хочется рисковать своим благополучием. И это очень правильная позиция. Здесь как и вдохновение, здесь отчасти и удача какая-то вам прямо сопутствует. Поэтому даже если у вас, меня смотрят люди из разных стран, сейчас какой-то очень сложный период,
Значит, конец октября может открывать перед вами какие-то новые возможности, давать какие-то бонусы. Поэтому будет очень важно рассмотреть и альтернативные варианты тоже. Итак, что нового войдет в вашу жизнь? В чем ваш успех, в чем ваша сила? Что будет дальше с переходом на ноябрь, что будет продолжаться вами? Достанем карту Таро «Неожиданность». И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергии, денег, финансы на этой неделе. Личная жизнь, как видят карты. И карту совет. И что же нового войдет в вашу жизнь? Ну, как глаза разбежались. Вот такое состояние может быть. Потому что по 7 кубков это, правда, возможности, когда нужно делать выбор. Выбор все, видимо, придется делать. Это где-то может быть альтернативно, неожиданно. Или может быть какое-то конкретное дело, неважно чего касается, работы, занятости, заработков или личной жизни, истории любви, оно либо воспроизводится с новой силой, с новыми возможностями. Может быть, даже если прежде был, знаете, вот как препон какой-то, препятствие, здесь есть возможность его обойти, как-то решить альтернативно или по-другому тот или иной вопрос. Но если мы конкретно спросили, что нового войдет в вашу жизнь, это входят возможности, причем те, которых мы не всегда ожидали. И правильно взаимодействовать и сделать выбор – это как будто ваша задача. В чем же ваш успех и сила? Вау! Вы знаете, вот такое у меня бывает. А вот когда карта под картой. 2 карты солнца. Вот такое первый раз. Рядом выпадали. И неоднократно. Но тоже должна сказать. Безусловно, не так часто, особенно те, кто смотрит постоянно мои видео. У вас, наверное, такое первый раз. Мне нечего добавить. В чем ваша сила, в чем ваш успех? 2 карты солнца. Это в чистом виде какой-то успех и ваша сила. Это ваша мудрость. Потому что часто, смотрите, по аркану Солнца проигрывается наше эго. И мы можем себе где-то помешать. Каким путем? Когда мы настаиваем на своем. А тут нужно будет как и выбор, так и правильное взаимодействие. Мы с вами уже проговорили, что возможности, они приходят каким-то, могут, по крайней мере, альтернативным путем. Когда мы к этому не готовы. Но это не значит, что это невозможно. А это где-то не быть чересчур дотошно скрупулезным перфекционистом, чтобы не упустить вот эти возможности. Что же будет продолжаться? Ух ты! А тут прям по судьбе что-то. Карта Иерофант. Иногда это карта учителя, но и одновременно как ученика. И мы можем выступать по-разному. Вот у нас и ученики, и Иерофант. Но это еще и карта стабильности, карта уверенности, традиции, мои дорогие. И одновременно, когда мы что-то оформляем в высоких инстанциях. Когда мы делаем и по закону, и по регламенту, и по традициям, и по ритуалам. Поэтому по этой карте часто проходят, к примеру, бракосочетания, венчания. Ну или если даже я допускаю, все же мы все разные, была какая-то прежняя история любви и личных отношений, которая была не самая веселая. И хотя ни одна карта нам не говорит о судах или о чем-то таком, но в принципе ведь такое может быть. И значит, если я могу предположить, у кого сейчас слушание в судах, и может быть это тянется до бесконечности, не всегда это сделать просто. Вот здесь что-то близится к завершению, когда вы сумеете осуществить. Самая главная мысль – вы остаетесь счастливы и довольны. По этой карте, если вы принадлежите к преподавательскому составу или, мои дорогие, если вы принадлежите, в принципе, занимаете уже какую-то должность, то здесь есть возможность сделать карьеру. Или это сама по себе карта говорит, тебя ждет прекрасное будущее. Это как миссия, мои дорогие, Иерофант. И это старший аркан у вас, посмотрите, 2 старших аркана. К успеху, к счастью. Знаете, своеобразное удовольствие от жизни. Интересно, давайте в неожиданностях откроем. Туз мечей, я всегда говорю, выход из лабиринта, поэтому выбор какой-то делать нужно. Выбор однозначный.
И когда туз мечей выпадает, это не есть очень простой выбор. Есть тысяча, может быть, каких-то неопределенностей. А вверху у нас корабль, символ Меркурия, перемен. Вы не можете отказаться от каких-то перемен. Или вы не можете учитывать обстановку вокруг вас. Вот как будто будет все важно, понимаете? Ваши планы, устремления, честолюбивые. Вы сами, мои дорогие девы. И те обстоятельства жизни, в которых вы находитесь. Мне нечего добавить, правда. Дела, работа, бизнес. Не торопитесь. Здесь все идет своим чередом, и нам где-то об этом сказали. Не торопитесь с волеизъявлением своих желаний, безусловно. По этой карте мы где-то даже допускаем паузу, и она как будто помогает с учетом всех остальных арканов. Все произойдет в свое время, но вот мысли в порядок самое время привести. Может быть, вот этот самый выбор сделать и непросто. Также нам карта где-то говорит, с учетом тем более 2 арканов Солнца в разных колодах, удели внимание самому себе, своему имиджу. Удели внимание где-то и здоровью. Иногда 4 мечей нам говорит о том, что недомогание, если много работы или много какой-то многозадачности, то мы чувствуем усталость. И вот из-за этого эмоционального выгорания или из-за хронической усталости мы более подвержены инфекциям, чтобы в какой-то кульминационный момент, а еще тем более осень, конец октября, вирусы какие-то нас не уложили буквально с банальной простуды в постель. Вот и самому себе уделить внимание. Карта где-то тоже говорит, не вгрызайся буквально в работу. Лучше возьми в чем-то паузу. У тебя на кону что-то важное. Куда-то не торопись, как будто высшие силы уже включились, чтобы помочь тебе. Вот я вижу эту карту так. Давайте я немножко дополню. Куда это не торопиться? Вот я любопытная. О чем? Какие могут быть вопросы или в чем потребуется? Ага. Не торопись куда-то быстро переезжать, стартовать так вот с места в карьер. Но нам и сказали, нужно, может быть, какие-то по документам, согласованием с учетом аркана Иерофант произвести, как и соглашение, или подписать ряд документов, или что-то, ну, как уверенность, ведь аркан Иерофант – это всегда наша уверенность, стабильность, надежность. И где-то собака выпадает, она перекликается с этим арканом, а звезды – это когда нам говорят, нет ничего невозможного. Или вот это как расстояние проигрывается буквально, переезд, перемещение, или это связано с релокацией офиса, или с предложениями по работе, но когда вам тоже нужно, может быть, поменять работу на работу с командировками, или эта работа будет где-то на расстоянии, или когда вы можете вот как раз съезжаться с любимым человеком. Тут все произойдет, правда, в свое время. Поэтому не спешись. Потому часто аркан звезды, кстати, в колоде Таро это карта будущего на долгий период времени. Лет на 10-20, как по Плутону. А мы сказали, планетарно, по гороскопам. Где-то в ноябре еще будут некоторые акценты поставлены. Тех, возможно, которых мы не видим пока на конец октября. И поэтому, чтобы так вот более полноценно провзаимодействовать со всеми деталями и нюансами, и есть смысл не торопиться, у тебя все получится, ведь по этой карте сбываются наши мечты. И есть такой момент, не торопись, если, к примеру, ты что-то изучаешь. Почему я говорю? Здесь может быть, ну, как новый вид деятельности, или может быть не совсем новый, но к которому вы приступили недавно. Или это ваше творчество, ваше личное какое-то самовыражение, или вы хотите это превратить как в личное дело, в личный бизнес. Тогда тоже как будто вы можете что-то доизучать. И тогда большому кораблю большое плавание. Есть и такой момент, по звездам проходит часто эфир, интернет, как бы пространство само по себе. Поэтому добавь себе популярности. Сделай это как-то красиво, элегантно. Продумай этот вопрос. И поэтому спешка нужна при ловле блох. Есть хорошая поговорка. Не торопитесь. Если стоит что-то детализировать, то по части себя самого или самой, своего имиджа, здоровья. И не в плане болезни, а именно как профилактики. Потому что про имидж с 2
картами Солнца, я думаю, это понятно. Но что такое имидж? В конечном итоге это наше самочувствие. И если у нас здоровье на должном уровне, несмотря на какие-то там хронические болячки, но в целом это значит и внешний вид у нас тоже соответствует. Что же это еще? Куда еще не торопиться? Карта женщина. В колоде Ленорман именно в этой две карты женщина. И одна такая более эфемерная, которая говорит о том, что мы мечтаем. А вот эта женщина конкретная. Это как королева Пентаклей где-то. Расценивайте как вашу карту. Поэтому, как и настаивать на чем-то, точно не торопитесь, не спешите. Позвольте всему развиваться своим чередом. Есть определенное какое-то, знаете, как спокойное течение жизни. Поэтому пройдите по этому спокойному фарватеру, разрешите судьбе и высшим силам что-то сделать для вас, или подсказки какие-то дать, или что-то скорректировать в вашей жизни. Финансы, опять же, баланс, неспешность. Не спешите тратить деньги, не спешите во что-то вкладываться. Деньги вам понадобятся как будто позже. Может быть, для инвестиций в самого себя или в саму себя, а у кого-то и для переезда, для кого-то осуществления личного бизнеса, творчества, какого-то продвижения личного дела. Безусловно, баланс в деньгах держать придется. По этой карте будь готов и к тому, что, правда, какие-то не случайные случайности могут происходить и где-то на последующий период времени. И ведь вот все старшие арканы, которые вам выпали, мои дорогие, аркан Солнца, аркан Иерофант и аркан баланса или умеренности, нам говорят еще, вот это какая-то история. Как минимум 3 недели будет продолжаться, что-то будет дополняться. Возможно, ты что-то пересмотришь. Поэтому и не спеши. Прекрасно. Личная жизнь давайте откроем. Вот мне нечего добавить. Мои дорогие девочки, девы, это карта вас самих, безусловно, императрица. И ваша энергия где-то, да. Может быть, у кого-то из вас я жду ребенка. Или вопросы, которые решаются по части личной жизни. И они будут связаны и с какими-то правильными решениями, у кого-то и с переездами, изменением места жительства, у кого-то одновременно документы с пересечением, может быть, как и границ, так и оформление постоянного места жительства где-то в другой стране. Я такое тоже могу допустить, мои дорогие мужчины. Это более лояльная энергия, это не император, который больше придерживается, ну вот я прав и точка. Это все же больше про дипломатию, о балансе. И поэтому вот такие добрые, неспешные энергии, которые улучшают ваше благополучие. Где-то карта императрицы всегда говорит, надеяться на самого себя. При всем благополучии этого аркана, и, кстати, денежного благополучия, в целом благополучие, нам уже сказали здесь не раз, надежности опять же. Но это где-то вы играете первую скрипку. Но это должно быть как-то очень грамотно, элегантно, мои дорогие, какой-то вопрос личной жизни или вопрос дома, вопросы вашей семьи. Вы, безусловно, лидер в вашей семье или в ваших отношениях, но это то лидерство, которое, ну, не советуют карты так вот демонстрировать явно. Поэтому это тоже будет для вас важно. Вообще все прекрасные карты. Мне нечего добавить. И даже что-то дополнительное как бы не вижу смысла дотягивать. Ну уж и подавно, мои дорогие. Помните, вот все то, что я сказала. Вы лидер. Карта сила, старший аркан. Это карта совет. Мои дорогие девочки, в первую очередь к вам. Это есть какой-то человек, возможно. Если мы говорим о личной жизни, тем более с учетом аркана императрицы, которому вы очень интересны. Этого человека к вам очень тянет. Ему хочется быть рядом с вами. Или узнать вас поближе. Может быть и так. И поэтому эта карта усиливает именно женскую позицию. И у вас сейчас большие возможности открываются. Но нам опять про дипломатию. Потому что, посмотрите, если мы сказали аркан Солнца, или в данном случае Лев, это тоже про образ нашего эго. И поэтому где-то эмоции на коротком поводке нам рекомендуют держать, правильно оценивать, что происходит вокруг вас, сохранять самое себя, заботиться о себе и где-то себе не навредить.
Все же серый кардинал идет по этой карте, и это относится также и к мужчинам отчасти, потому что нужно и баланс держать, и благополучие сохранять, и правильно взаимодействовать, и про себя не забыть. Но есть еще и такой момент, когда все же, знаете, монолог, вот если как совет, он не будет помогать. Ваш приоритет и ваша сила в диалоге. И вы можете договориться практически со всеми, решить любой вопрос. И это будет продолжаться не только на 10 дней октября, мои дорогие девы. Это будет с заходом на ноябрь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.